Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас у нас будет с вами такой немного злобный расклад. Он будет связан с вашими врагами. Если вам кто-то сделал больно, сильно обидел, предал, обворовал, взял в долг и не вернул, если кто-то на вас там магичил, к примеру, или еще что-нибудь. В общем, все обидки, которые были направлены в вашу сторону, и вы об этом точно знаете, и это просто это не просто решение одного человека, да, а реально намеренное зло, которое было направлено против вас. Вот сейчас мы посмотрим с вами, вернется ли это зло вашему обидчику. А если не вернется, мы посмотрим, может быть, что-то надо будет предпринять для того, чтобы это зло все-таки ему прилетело бумерангом. За все плохие девочки и мальчики, за все плохие дела всегда следует расплата, всегда идет бумеранг. То есть нельзя плюнуть в колодец, да, чтобы вам с этого колодца не плюнули назад. Это всегда возвращается, всегда. Так вот, давайте посмотрим, как вернется именно вашему обидчику, что с ним будет. И просто потешим наше с вами самолюбие, да, утешимся и утешим горе от полученной в вашу сторону зла, полученного зла в вашу сторону. Итак, давайте посмотрим, как вернется зло обидчику. Как вернется зло обидчику. И сейчас мы с вами сделаем это на Некротаро. Некротаро даже в каком-то смысле оно все равно программирует. И то, что вы услышите, вы потом это и увидите. Итак, вернется ли зло обидчику? Вернется ли зло обидчику? Перетасую карты и смотрим. Будем гадать с вами на конкретных людей, да. Когда просто гадаем на действия, можно раскладывать много карт, да. На действия, связанные с потусторонним миром, мы раскладываем по четному количеству карт. На то, что будет в будущем, на конкретных людей, да, мы раскладываем нечетное количество карт. Так как мы сейчас будем смотреть обидчиков, мы будем с вами гадать на четном количестве для того, чтобы вызвать даже в их сторону ту реакцию на то зло, которое они сделали. В общем, смотрим. Первая карта, вторая, третья, четвертая. Делаю такой более общий расклад. Можно, в принципе, и на 6 карт, и на 9. Кстати, на 9 тоже очень прикольно получилось бы это гадание, да. Но для того, чтобы побольше сказать и не растягивать видос, сделаем на 4. И раскладываем не именно на действие, а именно на человека, на его злобу. Итак, смотрим. Загадайте карту, посмотрите на нее. Это именно тот человек, который вас обидел, причинил вам зло. И сейчас посмотрим, как потусторонний мир, мир других, ему отомстит. Как это ему зло потом вернется. Некротаро. Загадали? И поехали, будем смотреть. Так, первый вариант. Кто загадал тут свою вражину? Так, как ему это вернется? Во-первых, ничего хорошего это... Вот это действие, вот это зло, которое вам нанесли, ничего хорошего вашему врагу не принесет. Да? На то, что он надеялся получить в результате, ничего он не получит, да, ни эмоционального даже какого-то удовольствия от того, что вам сделали больно, у этого человека не будет. Ожидание и реальность будет очень сильно отличаться, да. То, что он сделал, то же самое, что вилы в воду кинул, и все. То есть воду побаламутил, да, волны пошли, но в принципе никакого результата это действие, которое было направлено против вас, этому человеку не даст. Ни морального удовлетворения, ни материальных благ каких-то, ничего. То есть, понимаете, все засыпано. То есть
Ничего не будет у этого человека. Поздравляю. Ничего, то, чтобы он желал. И как это ему все вернется. Как это все ему вернется. А вернется королева кубков. Знаете, в чем дело? Пройдет, кстати, много времени. Это не очень быстро будет. Это как, знаете, месть, блюдо холодное, которое... Оно требует выдержки. И девочки, и мальчики, кто загадал вот эту карту на своего врага, будет ли обратка? Эта обратка будет, и будет именно с вашей стороны. Будет месть, как блюдо холодное, да? То есть еще не скоро, еще реально не скоро, но вы отомстите. Девятка кубков и королева кубков говорит о том, что пройдет вот пару месяцев, ну, не пару месяцев, честно, да, месяцев вот где-то 9 пройдет, как 9 кубков, так они на время такие указывают, пройдет, и вы сможете отомстить этому человеку. Ну, придет он к вам за помощью какой-то или что, и получается, вы вернете ему этот же бумеранг. Он вам нанес зло, и это зло он получит назад через... Реально, где-то примерно 9 месяцев. И причем вы ему отомстите и получите от этого моральное удовлетворение, да? Пятерка пентаклей говорит об этом. И знаете, такое ощущение, что вы прекрасно знаете, что вот придет война, он попросит хлеба, да? И что у вас будут в руках тот будет молоток, который можно уже будет постучать по голове вот этому вашему обидчику. Все ему вернется. И дело в том, что он в минусах остается на самом деле, то, что вам сделал зло. Реально остается в минусах он. Потому что сейчас он ничего не выиграл тем, что он вас обидел. Ничего не выиграл тем, что он вас озлобил против себя. И еще фишка в том, что он еще отхватит еще больше. И причем... Вы-то, то, что вам сделали зло, вас это вообще никак, в принципе, не тронет, да? Вы, посмотрите, какая вы тут красавишна выпали. Королева кубков с девяткой кубков и еще и с пятеркой пентаклей. Сами отомстите. Даже не сколько за вас там другие силы отомстят, ни обстоятельства не отомстят, ни судьба не отомстит. Отомстите вы сами. Но этого еще надо подождать будет. Когда все это уляжется, все это пройдет, да, все равно это в вашу сторону. Такое ощущение, что вас время, да, мир и вот это вот происшествие, оно реально закаляет. И будет у вас даже лучше, чем было, понимаете? Даже я бы сказала, что, может быть, это и надо было, чтобы увидеть суть этого человека, да, и в то же время вас судьба как-то от него больше отталкивает, да, для того, чтобы не было каких-то других ошибок с общением с ним. И дело в том, что вы-то развиваетесь, вы разовьетесь, и ваша реально месть ему, да, будет достойный ответ. Вот так вот. Сами отомстите, девочки. Сами отомстите. Молодцы. Кстати, вот очень хороший перспективный расклад. Все на вашей стороне. И правда на вашей стороне. Дальше давайте посмотрим второй вариант. Вернется ли зло обидчику? Сейчас я выброшу еще пару карт. Вернется ли зло этому обидчику? О, какие карты-то красивые выпали, да? Выпали практически старшие все арканы снизу. Вернется ли 5-й старший аркан, 18-й старший аркан и 2-й старший аркан. И ворон выпал. Ворон на Некротаро — это предвестник того, что с вашим врагом работают реально потусторонние силы. Дело в том, что, скорее всего, этот человек не то, что сам вам, да, желал зла или делал это зло, оно исходит из какой-то, скорее всего, из какой-то сущности, из какого-то беса. То есть, знаете, как будто его руку взяли, неправильно направили куда-то, чтобы делать зло, да. И дело в том, что за этим наблюдают сверху и снизу.
Понимаете? И вот это, получается, вот это зло, которое было, вот эта обида вам нанесенная, она не сама по себе появилась. Это такое ощущение, что человека толкнуло в спину вам навредить, да, вот это что-то такое порочное, низковибрационное. Я бы не сказала, что это он сам это сделал. Но, как бы так еще объяснить, да? Это, с одной стороны, могло быть и обращение к магии против вас, да? Очень, кстати. Это в основном вот такая вот карта выпадает очень часто. У меня, например, выпадает очень часто тогда, когда что-то подкладывали в дом. Особенно вот соперницы, да, заходили в дом, когда хотели там увести мужика, то они что-то вот подкладывали. Бывают такие случаи. Но тут может быть все что угодно, да. Но это не сам человек сделал. Это либо сделано вам через магию, либо это очень сильная была ненависть к вам, да. Но эта ненависть, она такая, знаете, вот, знаете, как, даже не знаю объяснить, вот бесы, они шипят в сторону того, кого они собираются обидеть, знаете, как в фильмах ужасов все равно. И вот это вот шипение в вашу сторону, оно не шипение человека, это шипение вот этих каких-то низких сущностей. Почему я так говорю? Потому что снизу уточняющие карты выпали все старшие арканы, и причем все относящиеся вот к борьбе добра и зла, к борьбе черного и белого. Знаете, как ночной дозор. Реальный какой-то ночной дозор выпал во втором раскладе. Как будет ему возвращаться зло, да? Это столкновение черного и белого. Это столкновение как будто разных каких-то миров, да? И это столкновение людей даже не на уровне отношений человека с человеком, каких-то рабочих, деловых моментов. Это, вот знаете, из заповедей каких-то, да, это какой-то реально грех. Это был грех. Может быть, даже вот какая-то очень сильная ненависть, да, злоба. Вот такая вот очень сильная энергетическая гадость. Гадость. Вот другим словом ее не назовешь. Конечно, она отыграется, конечно. И сейчас, кстати, вот как вот этот 18-й старший аркан выпал Луны, да, почему-то это связано именно с Луной еще. Возможно, по каким-то вот, может быть, могло и по каким-то магическим критериям выпасть, что эта Луна выпала, да. Но получается, знаете, такое ощущение, что вот тут вот по второму старшему аркану, да, Иерофанту, это девочки, это реально столкновение как бы добра и зла, да? Это как битва ангелов с демонами. Это реально что-то такое потустороннее у вас выпало. И как оно выйдет, кто победит, да, и будет ли наказан он. Это тут даже, в принципе, я не особо бы даже что-то утверждала, именно как про людей. Я вам сейчас раскладываю как на отношения между вами, как между человеками. Но дело в том, что тут битва ангела и демона как бы выпадает, понимаете? Битва на другом уровне. И дело в том, что тут как такового ответа нету, куда и как прилетит какая-то обратка. Ну, тут нельзя об этом так говорить, да? Тут, в принципе, даже вам, в принципе, ничего не надо делать. Я бы что вам посоветовала, да? Вне зависимости от того, как вам сделали это зло, вам надо вести себя согласно вот своего внутреннего кодекса, который у вас есть. И он по-любому будет правильный. То, что говорит вам ваше сердце, да, то и будет правильным. Кодекс какой-то. Вот внутренний стержень, как вам подсказывает, тут надо так себя и продолжать вести.
Но, девочки и мальчики, не включайте тут вот эти вот что-то греховное такое, да. Не надо ни зависти, ни убей, ни уворуй. Ну, вот все такое не надо подключать никак. Потому что, получается, судят не только вас, да, не только вашего врага, но и вас. Не только вас, но и врага. Интересно, конечно, расклад. Но все равно, подождите, я все-таки уточню, даже не задавая вопросов. Да. И исход этого события тоже, он будет... исход вот этой вашей вражды будет принят, как говорится, да, в этих тонких мирах. Это совсем не разборка на уровне двух людей. Это не разборка двух людей. Что я вам могу сказать, да? Не обижайтесь на этого человека, да, не кидайте ему назад какое-то зло. Просто вот понаблюдайте, что с ним будет происходить, что с вами будет происходить, да. Может быть, очень похоже, что это может быть тоже какая-то просто вот кармическая проработка, возможно, ваших даже способностей каких-то, понимаете, вашей силы. Просто сила, она не может жить всегда в состоянии чего-то положительного, да? Она не может просто быть без ничего. Сила, она должна быть проверена, она должна быть в действии, да? И вот сила воина в том, что он на его пути встречаются вот такие вот гадости, да, которые он разрубает. Меч должен работать, да, в войне. Ваша сила, она должна проверяться, она должна действовать. И просто выпадают иногда такие вот моменты, когда надо, чтобы ваша внутренняя сила, она работала. И причем, знаете, вот тут вот реально с житейскими обстоятельствами мало что связано. Вот это битва энергии, это какая-то такая битва на тонких в тонких мирах. После вот этой вот битвы, после вот этого, то, что вас оказали, обидели, у вас сил-то и больше будет прибавиться, вы что-то проработаете, будет новый этап в жизни. Я бы не считала именно этого человека, именно вашим обидчиком личностным. Это просто что-то из тонкого мира на вас напало, для того, чтобы вы могли использовать вот свои какие-то скрытые возможности, о которых, возможно, даже вы не задумывались. Либо эта ситуация, кстати, можете вот так посмотреть, в прошлом были ли похожие ситуации на эту. Чувствовали ли вы похожее состояние, как чувствуете сейчас, да? Что было? Скорее всего, может быть, это проработки именно ваших способностей. Если что-то повторяется, и вот эти вот чувства, которые вызывает в вас ваш враг, да, повторяется, то, скорее всего, это даже... Просто как мечу дают на поле брани себя обрабатывать, понимаете? Свое предназначение выполнять. Так вот, скорее всего, ваша сила как раз-таки и выполняет это предназначение вот в этом бою. Вас обидели не просто так, это просто поточить ваши же коготки. Может быть, и поточить коготки этому другому человеку. Но тут... Ну вот тут такой вот расклад, девочки. Интересно, конечно. Это уже, ну, на уровне, да, чего-то другого, очень сильного, тонкого. Это не уровень просто людей, каких-то обычных разборок. Дальше давайте посмотрим третий вариант. Будет ли наказан обидчик? Девочки и мальчики, будет ли наказан обидчик по третьему варианту? 10-й старший аркан. Будет, и я бы сказала, что он уже сейчас начинает захлебываться, расхлебываться в том бумеранге. Может быть, вот почему-то мне идет, что оно не может быть одномоментно. То есть вас обидели,
и вдруг сразу прилетает какая-то обратка. Такое ощущение, что это уже что-то такое застарелое, потому что просто так, как говорится, ангела на врата такие не вешают. Итак, посмотрим, что тут еще в картах покажут. А нет, не так уж и давно это было. Так, а тут что у нас? Рыцарь Пентаклей. И знаете, это дело в том, что у вас либо очень сильный ангел-хранитель, можете назвать это как хотите, кто-то стоит за вашей спиной, за вашими плечами, кто-то стоит и постоянно вас от чего-то защищает. И вот этот человек, которого мы сейчас загадывали на третий вариант, он, получается, знаете, вас обидел, но у вас есть ваш защитник. Это может быть как и положительный персонаж, так и отрицательный, смотря с каким эгрегором вы работаете, либо ни с кем не работаете, но если у вас ощущение того, что с вами, может быть, рядом кто-то находится, либо вас кто-то направляет, да, но тут по-любому защита срабатывает. Дело в том, что срабатывает ваша защита, и с вас как с гуся вода, все равно все уплывает на того человека, который вас обидел. Это стопроцентная обратка, стопроцентная обратка. Вот все, что люди желают вам плохого, оно все равно возвращается им. Дело в том, что все фильтрует ваш рыцарь Пентаклей. Фильтрует и дает обратку именно так, как он считает нужным, да. Может быть, так бывает, что вы там что-нибудь сказанете в сердцах, да, оно услышано, и точь-в-точь то, что вы загадали там человеку, да, в сердцах сказали, оно сбывается. Но сбывается чуть-чуть больше, чуть меньше, или вообще как-то по-другому эта обратка приходит, только потому, что у вас этот рыцарь Пентаклей есть. Он, получается, как сам взвешивает вот эти силы. Они сами взвешивают, насколько надо наказать человека за то, что он тронул вас. Просто так вас никто в жизни не тронет. У вас очень сильный защитник. И вот дело в том, что все зло, которое вам приходит от других людей, оно имеет свойство откатываться назад. Понимаете? За все плохие мыслишки, которые в вашу сторону думаются, за все плохие дела, которые в вашу сторону делаются, люди получают по щекам, как говорится. Благодаря вот вашей защите, защитнику вашему, ангелу-хранителю, духу, ну и смотря в зависимости от того, кого вы призываете на помощь. Вот такие вот дела. Всегда идет обратка. И вы загадали сейчас конкретного человека. Поверьте, он свое, как говорится, хлебнет. Все, что он желал в вашу сторону, все, что он делал в вашу сторону, ему вернется. И на нем, как говорится, поставлен крест вашим рыцарем, защитником, вашим рыцарем Пентаклей. Не волнуйтесь, все возвращается. Причем, знаете, возвращается всегда всем, кто вас обижает. Всегда. Даже можете в этом не сомневаться. И давайте посмотрим четвертый вариант. Вернется ли зло обидчику? Тут у нас выпал король Пентаклей. Какая красивая карта. Итак, боже ты мой. Берем сейчас, чтобы все в видео попало. Для четвертого варианта. Посмотрите, какие красивые карты выпали у вас. Король Пентаклей. Королева Пентаклей. Дурак и карта пятерка мечей. Вернется ли зло? Тут идет даже пара. То есть король Пентаклей при помощи королевы Пентаклей с мечами. Так, сейчас, секундочку. Вот этот человек, который делал вам зло, сразу вам говорю, да, он, получается, в чем-то сильнее вас.
Вот он умеет так вот посадить вас на коня, умеет так сильно обидеть, да, умеет сделать так, чтобы вы чувствовали стресс, чувствовали недовольство, чтобы вы упали на колени. Он умеет это делать, понимаете, этот человек. Такое ощущение, что тут могла быть и группа лиц, это могла быть и пара, которая вам могла бы что-либо такое вот плохое сделать, да. Но вот тут расклад, он тоже такой вот тяжеловатый. Вернется ли обидчику? Тут опять выпадают мне необычные люди, тут выпадают мне эти сущие из тонких миров, из других. То есть эта борьба уже тоже на каком-то тонком уровне идет, да. Вот дело в том, что вот по этому четвертому раскладу вот эти вот обидчики, вот этот обидчик, да, они такое ощущение, что пытаются вытягивать с вас вот эту энергетику, делать вас просто какой-то такой оболочкой. Это как вот, знаете, как паук жалит свою добычу, да, запускает в нее свой яд, этот яд что-то переваривает, высасывает потом все содержимое, и остается оболочка. Так вот, по этой карте и с вас пытаются так же сделать, как паук, который пытается, знаете, с вас вытянуть вот все, высосать с вас все. И причем такое ощущение, что ему в этом помогают, да. Но блин, тяжеловатый, конечно, расклад в этом плане. Сейчас я все-таки допы достану, да, как с этим бороться. Как бороться с этим? Ага. Выпала падающая башня и маг. Старшие арканы выпали. Как с этим бороться? Во-первых, вот эта вот обида, да, то, что от вас пытаются добиться вот сейчас эти люди, почему-то люди выпадают, это какая-то связка, кто-то нападает, а за ними еще стоят какие-то люди, да, и это все равно приведет к тому, что вот сейчас, сейчас по этой падающей башне все равно все уже дойдет до конца, да, но такое ощущение, что немного запаздывает вот с помощью вот эта вот карта мага. Первый старший аркан, он немного запаздывает. Он не то, что должен был прийти в какое-то определенное время, он просто во времени, короче, не так вот, близко расположен тот помощник, который мог бы вам помочь справиться, не допустить вот эту ситуацию, да, он опаздывает, он опоздал, он сейчас ничем не поможет, но он придет все равно. И чем все-таки разрешится эта ситуация и этот конфликт? Что будет врагу вашему? Я теперь поняла одну фишку по этому раскладу. Сначала выпадал реально не очень хороший расклад. Я, конечно же, вам не особо хочу всегда трындеть, что-нибудь такое плохое. Всегда с любой ситуации хочу вырвать, да. Так вот, обращаю внимание сейчас на вот эти вот две карты. Вот на эти две. Помните, я сейчас говорила про паука, который высасывает с вас энергетику, да? Так вот, вроде бы это все идет для того, чтобы... Вот эта вот карта «Король кубков» в Некро-Таро очень часто обозначает, не то что очень часто, даже сейчас обозначает у этого короля пентаклей, у той королевы пентаклей, да, которая пара, как будто кто-то за друг другом стоит, которая против вас работает, чтобы высасывать с вас эту энергетику жизни, да, они пытаются это сделать, потому что у тех людей
уже что-то не в порядке с ихними телами. Либо у короля Пентаклей, либо у королевы Пентаклей, у этих ваших врагов, у них идет уже какое-то смертельное заболевание, да, реально. Может, они об этом знают, может, они об этом не знают, но они делают это зло против вас для того, чтобы попробовать от вас откачать эту энергию. И причем вы даете ее откачивать. Вот как-то, ну, не можете вот справиться, да, вот с этим, чтобы они от вас скачивали это. Но дело в том, что даже ваша энергия, пусть сейчас от этой вашей плохой ситуации, она от вас и отошла, да, но они не могут наесться. То есть вас одной им мало, вот этой паре, королю Пентаклей и королеве Пентаклей. Этой силы мало, и получается такое ощущение, что, скорее всего, они еще из других людей так же тянут, как из вас. Такое что-то такое и меркантильное, да, и как будто вот завод по производству кукол какой-то идет. То есть такое полностью потребительское отношение к другим людям для того, чтобы выжить. Извиняюсь, был звонок. А теперь давайте, ну, уже договорю немного. Что я посоветую в этой ситуации для 4-го варианта? Я, знаете, что вам посоветую? Полностью прекратить с ними общение, любое общение и любые разговоры. Если у вас что-то не получается, с ними как-то не контактировать, да, вот с этим человеком, с другим человеком, который с ним против вас что-то вот ведет, какую-то борьбу, да, врите. Врите во всем, чем только можно, для того, чтобы не говорите правду. Просто врите. Либо полностью закройте общение с этим своим врагом, чтобы с вас они больше никогда ничего не вытягивали, не тянули в свою сторону, да. Потому что они будут цепляться. И те, люди, которые доноры, которые им дают вот эту вот энергетику через вот эти обиды и злобу, и зло, которое они творят, да, они через нее качают эту энергетику. И чем меньше этих людей у них будут, тем быстрее они, короче, откинутся, даже в прямом и в переносном смысле. Так что я бы что сделала? Я резко бы прекратила с ними общаться, полный игнор, да, и вы тогда начнете восстанавливаться. Если все-таки не получается полностью перекрыть общение вот с этими обидчиками вашими, да, то врите во всем. Даже когда вас спрашивают, который час, перевирайте на 1 минуту вперед или назад. Хотя бы даже так. Перевирайте о том, где вы будете находиться. Если вам задают конкретные вопросы, вот они даже задают какие-то конкретные вопросы, не то что уклончиво отвечайте, да, врите. Вот реально нагло просто врите. А человеку вот такому, да, врагу своему врешь, он идет не по тому пути, он не может вот эту вот всю энергию плохую именно направить в ваше русло, потому что он как бы собирает информацию о вас, да, и по этой вот дорожке, по этим вашим знакам он направляет ее к вам. А когда вы ему полностью наврете в любых даже моментиках, в любых совершенно, уже вот этой трубы по выкачке с вас денег, энергетики, жизненных сил, ее-то в принципе особо-то и не будет. Не ищите с ними встреч никаких, да. Ну вот на данном этапе вот такое вот гадание все-таки. Давайте уже перестрадаем эту ситуацию, переварим ее в себе и просто с этими людьми никогда больше не связывайтесь. Вот такие вот дела. Вот такое вот гадание было. На врагов мы будем все равно, девочки, с вами раскладывать, да, и в будущих гаданиях тоже. И, может быть, не на этих, а на других таро. Например, на таро Густава Климта. Вот это оно больше такое человеческое таро, да. Можно уже будет что-то такое действительное посмотреть в действиях, как оно все отразилось, все откаталось. Это было некротаро. И оно говорит тоже своими какими-то словами, некротическими словами, мистическими. Так что вот такое вот гадание было. Все, дорогие мои. Пока-пока.